Застывшая на ходу быстротечного времени. Эти домики сейчас находятся едва ли не в центре Киева, хотя они помнят этот город совсем другим. Вместе с ними окунемся в старину и мы, так как речь пойдет о Татарке, одном из редчайших районов города, где по-прежнему люди владеют усадьбами XIX века, а чуть ли не с каждой улицей связаны свои легенды и реальные масштабные события. Некогда окраина города, упоминаемая писателями прошлого как «у черта на куличках», сегодня является исторической находкой Киева, посещение которой не сможет оставить равнодушным никого. Название Татарка, несмотря на кажущуюся экзотичность, закономерно. Ведь еще в середине XIX века местность заселила группа нижегородских татар, перебравшихся в Киев. Сначала, правда, жили не на самом холме, а у его подножий, ближе к Подолу. А основной промысел, которым татары зарабатывали на жизнь, было мыловарение и торговля мылом. Довольно быстро освоилась и вершина, на которой находится район сейчас. Основная система улиц в этих местах не изменялась уже более 100 лет, а отдельные из них стремительно движутся к 200-му юбилею. Некоторые существовали здесь еще до появления татар. Название одной из здешних местностей, Старая Поляна, говорит сама за себя. Ранее она упоминается как Антифиевка и происходит от фамилии околоточного, надзирателя полицейского участка Антифиева. Якобы когда-то Антифиев разрешал строиться здесь разным небогатым слоям населения, среди которых были жители Подола и Оболони, измученные частыми наводнениями, а также новоприбывшие татары. На склоне соседней Щековицы в арендованном здании татары оборудуют молитвенный дом. К концу XIX века Татарка формируется как полноценная окраина Киева. Кроме одноэтажных деревянных домов, здесь возникают и кирпичные здания, которые принадлежали более зажиточным мещанам. Тем не менее, даже тогда Татарка считается бандитским районом, полиция наведывается сюда нечасто, а от основной городской застройки он окружен густыми зарослями и оврагами. Возможно, именно поэтому здесь в начале XX века будет расследоваться дело, ставшее самым громким в империи и известное далеко за ее границами. В 1911 году в одной из пещер на склонах нашли тело 12-летнего Андрея Ющинского, ученика духовного училища. В убийстве обвиняют приказчика местного кирпичного завода Менделя Бейлиса. Якобы он, еврей по национальности, убил мальчика для ритуала, чтобы получить христианскую кровь для изготовления мацы. Бейлиса берут под стражу, а в Киеве разгорается очередная волна антисемитских настроений. В ходе расследований стало очевидно, что обвинения сфабриковали националисты, имея поддержку среди власти и малограмотного населения. Разыгранная ситуация могла быть поводом для нового еврейского погрома. Реальных же подозреваемых, банду Веры Чеберяк, так и не засудят. В итоге Бейлис был оправдан, но пока это случилось, ему довелось отбыть 2,5 года в тюрьме. Он с семьей покинет Киев и потом будет жить в Палестине и Соединенных Штатах. Сегодня о погибшем Андрее Ющинском напоминает лишь деревянный крест, установленный в роще.
Ну а зданий, фигурирующих в деле, увы, давно не существует. Они, как и многие другие, были снесены во времена многоэтажной застройки. И сегодня Татарка – это контрастная смесь. Именно здесь можно сполна окунуться в разнообразие киевской жилой архитектуры. Усадьбы царских времен, сталинки 50-х годов, панельки из 80-х и новые высотки – все это весьма хаотично уживается на небольшой площади. Особого внимания, конечно же, заслуживают старинные дома. Подобные некоторым из них просто больше не встретить в современном Киеве. Одни выделяются дверьми с резными деревянными узорами, другие металлической ковкой, извилистыми лестницами и декоративной кирпичной кладкой. Из ярких примеров на улице Нагорной сохранился особняк провизора Савранского, построенный в 1909 и 10 годах в стиле модерн. Хотя клейма на дверях и замках говорят, что дом также принадлежал барону Воронцову, а во дворе находился сад с бассейном, который украшали скульптуры. Что также немаловажно, построен дом, как и многие другие, из желтого кирпича, изготовленного на заводе Зайцева, именно там, где работал Мендель Бейлис. История Татарки связана с биографиями различных и выдающихся людей. Например, на бывшей улице Верхнеюрковской в свое время жил академик и руководитель знаменитых арктических экспедиций 30-х годов Отто Шмидт. Сегодня эта улица названа в его честь. Издревле Татарка окружена разными ярами. Например, местность, где проходит улица Соляная, называется Волчий Яр. Название Волчий Яр вполне оправдано, поскольку говорят, что еще в начале прошлого века здесь можно было встретить хищных животных. Также интересно, что еще раньше местность носила название Саксонский Яр. Это из-за того, что еще во времена войны 1812 года здесь стояло поселение пленных саксонцев. Но современное название «Соляная» имеет еще более древние корни. С начала 17 века, если не раньше, здесь находились колодцы, вода в которых имела соленый привкус. С западной стороны Татарку обрамляет Кмитов Яр. Его название более предсказуемо и происходит от фамилии дворянина Кмиты, владевшего землями еще с начала XIX века. Именно в Кмитовом Яру берет исток летописная река Глыбочица, потом пересекающая Подол. Сегодня она полностью закрыта в коллектор, но когда-то своим потоком она омывала и Татарку, и в ее русле даже существовали пруды. По фотографиям того времени можно видеть, как кардинально изменилась местность за последние 100 лет. Безусловно, в этих местах есть что-то первобытное, что-то способное притягивать и держать интригу неизведанности. По вечерам тусклые окна освещают дороги. Ночью из глухой рощи доносится шум листвы. Кто живет в этих кварталах сейчас? Неужели тут еще остались потомки тех самых поселенцев? Улицы загадочно молчат.
Идет жизнь сегодня и на Старой Поляне, именно там, где начинал выделять земли Антифиев. Пару домов здесь спрятались на крохотной улочке, которая носит закономерное название. Лестница с нее ведет к улице Лукьяновской, через которую можно попасть на Щековицу и дальше к Житнему рынку. Но главная достопримечательность Антифиевки, да и чуть ли не всей Старой Татарки, это Свято-Макарьевская церковь. Небольшой храм признан памятником архитектуры и является единственной старинной деревянной церковью, которая сохранилась в Киеве, возведена в 1897 году. Рядом с храмом находится и здание воскресной школы 1899 года постройки. Территория церкви также невелика, тем не менее и здесь можно увидеть старые монашеские погребения. А в 1947 году несколько икон для храма, в том числе главную, написал известный художник Иван Ежикевич. Но к дополнению про разнообразие здешней архитектуры стоит упомянуть еще один уголок Татарки. Он не похож ни на одну другую часть района, поскольку на крутом склоне, уже резко нависающем над улицей Кирилловской, расположен настоящий дачный поселочек. Наверняка абсолютное большинство киевлян и не догадывается, что на уже почти центральных холмах над Подолом можно найти небольшие беседки 50-х годов. Правда, на каком бы то ни было транспорте сюда проехать невозможно. Существуют только узенькие пешеходные проходы, где любой неосторожный шаг может обернуться серьезными последствиями. В прошлом местность была полноценным садоводческим товариществом под названием Кожевник. Оно указывает на то, что, вероятно, земля принадлежала кожевенному заводу, что на соседней Куреневке. На большинстве участков кожевника давно выросли современные коттеджи. При этом вглуби, особенно в самой крутой и низинной части, сохранился и старый фрагмент садов. В метровой траве, насыщенной злостными клещами и другой живностью, доживают свой век миниатюрные хижины. Известно, что ранее на территории Кожевника находилась часть Николо-Иорданского кладбища, остатки которого можно и сейчас найти у подножья холмов, а еще часть территории мог занимать тот самый кирпичный завод Зайцева. Так по-разному экзотическая окраина центра продолжает жизнь. Технологический прогресс сделал район более доступным и густонаселенным, поэтому даже рельеф сегодня не спасает культурное наследие Татарки от разрушения. И остается только в моменте наслаждаться самобытностью и красотой места, каждый раз посещая улицы, открывающие портал во времени. Все живе й неживе має свій ритм. Приплив іде на зміну ледвин. День, ночі, життя, смерть. Цикл пролив цифри, змінює підночі. А людство лише частина природи і підкоряється її законам. Щовесни і щоосені крізь ріллю української землі проступають образи зниклих у безодні часу. Забутої цивілізації.